Демщики и их безумная херня. Эта хрень не сотрется. Славный пес. Жаль, это не медведь. Хорошо, что мы спасли этих волков от эдемщиков. Теперь им ничто не грозит. Они отправили своих безумных волков на старую лесопилку, чтобы сторожить пленников. Тут у нас был медведь по имени Чизбургер. Он настоящая знаменитость. Обожает барби... Эдемщики хотели его забрать, так что я его выпустил. Теперь он разбойничает на свободе. Надо бы его найти. Убедись, что с ним все хорошо. Поймай пару лососей по дороге. Скорми Чизбургеру лососей, и ты покоришь его сердце. Это Уэйд из центра. Нас так просто не возьмешь, пусть не надеются. За дорогой, на мне. Илая сил старается сплотить нас, но мы слишком. В другой раз, уроды. Какой хороший мальчик. Чем кормишь? Страх порвут ночь. Слушай, говорят, Чизбургера видели около... Прихвати лосося. Большой пес. Ну давай. Они натаскивают судей выслеживать беглецов. От этих уже не сбежишь. Вперед! Считай, уже там.
Будет сделано. Иосиф свидетель, я не думал, что индюшки это так. Легко. Я иду. Вижу врага! Хороший враг. Мертвый. Милый песик у тебя. Что бы ни случилось, не тушуйся. Иди к чизбургеру и дай ему лосося. Этот мохнатый малыш у тебя срок есть будет, вот увидишь. Медведь нужен Якову для жатвы. Наконец-то! Нам нужен этот медведь. Поймать медведя. Они здесь, видишь? Бешеный пес! Верните медведя назад. За дело! Не упустите медведя. Смерть для всех! Ни хрена себе! Скажи я. Говорят, тебе удалось найти чизбургера. Но значит, теперь ему ничего не грозит. Да, кстати, лучше не давай ему чизбургеров. У Мишки диабет. Барахло одно. Помощник, я слышал, ты отбил у секты чизбургера. Амигос! Эдпер! Воняет. Братья Фаулер хорошо его выдрессировали. Будет делать все, что ты скажешь. К тому же, он у нас местная знаменитость. Так что не удивляйся, если у него будут брать автографы.
Я иду. Я вижу их совсем рядом! Я на месте. Теперь что? Вынь бананы из ушей. Сюда, говорю. Ты тот безумный, который щекочет сектантам нервы, а? Ты зарегистрированный избиратель? А, хрен с ним. Мне нужна помощь другого рода. Перейдем к делу. Видишь эту груду разочарования? Он молится еще. Мой отпрыск. Хёрк-младший. Тупой, как ведро для угля. Весь в мамку. Безмозглый сучонок похерил мой грузовик, Нэнси, названный в честь лучшей первой леди нашей прекрасной страны. Если либерасты узнают, что я о своих вещах позаботиться не могу, плакало мое место в Сенате. А раз уж ты на моей, и я тебя не убил, хотя любой американец при оружии имеет на это право, то ты у меня в долгу. Помоги недоумку вернуть грузовик, и я займусь подготовкой к выборам. Младший, тебе тут помочь хотят. Попробуй не просрать свой шанс. Боже, где их носит? Колени онемели уже. Не, слушай, я же ничего не сказал про твой пол, правда? Я ж к тебе со всей душой. Просто я всех своих амиго называю чуваками и бро. И неважно, есть у них Вагиталий или Пенина, или... Ого! Дежавуду, чувак! Мы часом не встречались? Черт, мои молитвы услышаны. Я достучался до славного царя обезьян, владыки небес. Ну, раз уж ты посланник царя обезьян на земле, ты наверняка в курсе, что я должен вернуть папане грузовик. Он прям рвет и мечет. Если я это сделаю, помоги вернуть папин грузовик. Очуметь! Я целый день молился. Просил царя обезьян, малыша Иисуса, даже святого Валентина подать мне знак, чувак. И они прислали тебя. Вот что я тебе скажу. Вернуть грузовик будет непросто. Он у святош. Ну, скажу честно, все началось, когда я решил стать одним из них. В смысле, это казалось мне хорошей идеей. В плане, у них есть пушки, еда, телочки. Признаюсь, ради этого я готов на все. В смысле, это было похоже на вечеринку, знаешь? Я им, амигос, возьмите меня к себе. Возьмем, говорят. И давай перечислять свои правила. Не прелюбодействуй, ну то есть не трахайся. Алкоголь запрещен, вечеринки и все такое. Ну нахрен. Так что я свалил оттуда по-здорову. Жаль только, папин грузовик забыл. С тех пор он злой как пес. И я должен вернуть тачку. Не парься на этот счет, чувак. У меня есть план из 9 пунктов. Первое. Нажремся в хлам. С этим я быстро справлюсь. Второе. Помолимся, чтобы кто-то решил за нас эту проблему. Готово. Третье... забыл. Вспомню по ходу дела. Черт, а ты умеешь слушать, Боба Фетт? Мой старик меня вообще не слушает. И не слышит. Мы с ним не особо ладим в последнее время. С тех пор, как папаня стал баллотироваться в Сенат, он мне никакой жизни не дает. Бухать на улице нельзя, пушками махать тоже, и все в таком духе. Но когда мы отожмем грузовик у святош, он будет рад до усрачки. Он будет меня обожать. А мамка будет обожать больше, чтобы перещеголять папаню. Он увидит, как она меня обожает, и станет обожать еще сильнее. А на день рождения и Рождество они совсем озвереют.
Вот мы и на месте. Блин, я не хочу забегать вперед, но думаю, мы станем лучшими друзьями. Если Прата посадят в кресло, возможно, он с него уже не поднимется. Как минимум, оно изменит его. Навсегда. Боже! Вперед! Ага, я здесь. Это наш шанс. Будет весело, чувак! Я покажу, Джа. Ты мне нравишься, правильно. Поэтому, может, я посвящу тебя в свой замысел. По заслугам. Меняю позицию. Мое снаряжение дважды. Люблю охотников. У них можно отбирать оружие и припасы. Ладно. Что за... Берегите! Вперед! Погоди! Гори в кругах ада! Фигня! Я прикрываю! Они покойники! Гасить вас, угло! Готово. О, да, чувак, мы надрали всем зады. Прям как Брозенкранц и Гильденштерн. Хе, люблю театр. Используем трос, бро. Спустимся на нем и нападем, как крутые ниндзя. А, да, чувак! О, блин, не шумим? Да, точно. А, блин, чувак! Ну, веди. Очуметь, чувак! Это охрененно, бро! Я бы еще разок прокатился! Голышом! Заодно яйца проветрил! Джерони, бро! Блин, я не хочу забегать вперед, но думаю, мы станем лучшими друзьями. Набьем тату.
Двигаюсь. Люди расточительны. У нас под ногами валяется столько полезного. Я что-то вижу. Готовься. Мы должны защищать верующих. Сложно выбрать любимую пушку. Меняю позицию. По делам тебе. Уже стреляю! Супер, Амиго! Так, пункт 5. Бежи, пока другие не пришли. Я иду. Давай. Чувак, у нас... Доберись до холодильника и проверь, сколько банок звездюлей там осталось. А и пивка мне захвати. Блин, они не отвянут. Черт, они перед нами! За кого они голосуют? Царь обезьян, прошу, помоги! Держись за что-нибудь! Царь обезьян, прошу, помоги! Держись за что-нибудь! Видел, какое у лицо? Ну или то, что вместо него осталось. Еще один? Черт, не знаю, сколько грузовик протянет. Ну что, приступим? Господи, получилось. Черт, я упомянул 5 пунктов. Блин, я уверен, что что-то забыл. Но ты молодец. Расскажу тебе маленький секрет. Я хочу организовать свою секту. Ты будешь первым из херкистов. Моей паствы, то есть. В секте будут состоять ты, я, мой кузен Акула и куча жарких телочек. Будем бухать и отрываться без передышки, бро. Крутяк, чё? Нет, правда круто. Крутяк, чё? Останови свое ведро, я выйду. Честно скажу, Джесс, ты профессионал, блин. Взгляните на это. 2 сапога пара. Рад, что она цела. Вижу, помощник, ты держишь слово. Я тут поразмыслил, пока вы там бегали. Заправлять в Сенате слишком сложная работа. Мне не справиться одному. Так что мне будет нужен помощник, руководитель избирательного штаба. И ты идеально подходишь на эту должность. Вот тебе первое задание. Везде таскай за собой младшего. И чтоб я больше не слышал, как он молится царю обезьян. Второе задание. Надо подумать. Второе задание... ты получишь позже. Люди, нормально, Сергей? Спасибо Якову. Тут просто ад какой-то. Знаешь, помощник, будь моя воля, ты бы был уже мертв. Ну, у Иосифа другие планы. О, кого я вижу! Так что... Мой новый Именно это тебя и ассистент! ждет. Не волнуйся, мои охотники приведут тебя к нему.
вижу? Мой новый ассистент! Я буду неподалеку. Я совру. Как жизнь? Тебе досталось. Эта зверюга мне на нервы действует. О, кого я вижу? Мой новый ассистент. Есть для тебя задание. Знаешь, что такое джерримендеринг? Ну, откуда тебе знать? Ты же простой гражданин Америки, как и я. В общем, это заумный мухлёж с избирательными районами. Как-то так. В общем, когда наступят выборы, может оказаться, что я провалился, потому что долбаные сектанты не стали голосовать за меня. О них что угодно можно болтать, но на выборы они ходят. Вот так и выходит. Чтобы вы... Они хотят этого. Нет, хватит. Я знаю, тебе больно. Бог дал, Бог взял, а? Но он испытывает всех. У меня была жена. Красавица, да? У нас должен был родиться первенец. Да мы и сами были детьми. И я был в ужасе. Боялся отцовства. Считал деньги. Она нет. Верила, что все образуется. Она всегда верила. Однажды она поехала в гости к подруге. Потом авария, и Бог взял ее. Меня повезли в больницу и оставили в палате с маленьким розовым комочком, утыканным трубками. Сказали, что я должен быть сильным, потому что малышка выживет. Господь сберег нашу дочь. Врачи оставили меня с ней наедине. И я смотрел на дочь. Такую беззащитную, невинную. У нее был только я. Никто из ниоткуда. Ни с чем. И в тот момент я понял, что это испытание. Бог указал мне путь. Оставалось лишь сделать выбор. И я возложил руку на ее головку. Склонился, вдыхая ее запах. И мы молились о силе и о мудрости. И я вдруг все понял, постиг Божий замысел. Я взял пальцами пластиковую трубку, прилепленную к ее ангельскому личику, и плотно сжал. Она начала бить ножками еще. И все. Покой. Пустота. Господь дал, и Господь взял.
наши жертвы. Это часть испытания. Проверки нашей способности служить Богу. Чего бы он ни просил. Ты справился. Отлично. Принеси свою жертву! Да, проредим стадо. Ты не герой! Да, жертвуй слабых. Шевелись. Охота! Жатва! Жертвенность! Плохо. Хорошо. Позови! Как соскучишься? Помощник? Это Илай. Решил проверить, как у тебя дела. Тебя давно не было видно. Ополчению не помешает твоя помощь. Доберись до волчьего логова. У нас найдется, чем тебя занять. Сейчас буду. Давай, поехали! Похоже, что насмерть, да? Береги! Береги!
пора убивать. Я так горжусь, что не обоссался. Ага. Моргнуть не успеешь. Осторожно, скунс! Не-а! Нахрен! Мне показалось, что это конец. Кого надо убить? Я готов. С ума сойти. Если им не удается сделать из тебя сектанта, они превращают тебя в живую мишень для стрельбы. Я волков никогда не любил. Но эти судьи меня совсем вымораживают.